Итак, попробуем создать приложение на Kotlin, используя библиотеку Compose или Compose по-нашему. Так, ну и посмотрим там какие особенности, что интересного в этой библиотеке. Создаем новый проект. Проект создается. Вот, у нас есть empty activity. Ну вот, с него и начнем. Выбираем не вот эту вот empty activity, которая обычная XML-ская, а вот эту вот компосовскую. Нажимаем Next. Называем как-то приложение. Training. Apps. Дальше ничего не трогаем, все само сформировалось. У меня тут все в папке Work Android находится. Нормально. Дальше Next у нас не активно, нажимаем Finish. Кстати, обратите внимание, здесь нету language. Видите, нету Java, Kotlin, уже не выберете, потому что вы выбрали Compose. Жмем Finish и можно идти ставить чай, пока будет вот это вот все создаваться. Что уже? No. Этого ж не может быть. No. Ага, вот оно еще создается. А то я уже испугался, что у меня ноутбук стал быстродействующим. Значит... Ой, появилось что-то. Вот сформировался код. Ну, пока там формируются остальные файлы. Давайте посмотрим на этот код. Как вы видите, Main Activity уже происходит от Component Activity, а не от, как его там, не просто app activity или app compat activity, а именно component activity. То есть это другая штука. Но здесь те же самые функции. Вот, скорее всего, они все происходят от activity. То есть самый у них старый родич C activity. И здесь есть функция onCreate. Такая же точно, как в app compat activity. Супер onCreate вызывается. И далее вместо того, чтобы inflat делать XML файлом, в котором у вас собрана форма, мы начинаем, открываем такую команду, как setContent. Сейчас не буду смотреть, из чего она состоит, но по названию понятно, что вот в этих кавычках, фигурных скобках, вернее, будет формироваться контент, то есть то, что пользователь увидит на экране. Дальше мы открываем такой объект, как Training Apps Dem. Это основная тема. Из чего она состоит, тоже сейчас не будем смотреть, это скучно. Ну, это тема по умолчанию, которая, собственно, дается при создании нашего файла. Дальше Surface. Surface это, собственно, понятно, тоже из названия, поверхность в данном случае верхнего уровня, то есть экрана. Далее мы внутри, вот это типа как функция, открываем скобку. И дальше мы можем вот так вот через запятую в этих скобках присваивать значения разным параметрам этой поверхности. То есть видите, modifier, здесь вот это свойство класса modifier, вернее функция, которая возвращает fill max size. Понятно, заполнить весь экран по максимуму. То есть планшет это или смартфон,
Да, и в TV, и в авто андроиде там такая же функция будет. То есть set max size, fill max size, то есть. Дальше мы вот присваиваем цвет. Ну, как вы здесь видите, можно не обязательно в строчку, можно в столбик переносить все это. Ну, вот скобка закрывается вот здесь. Дальше вы видите, как идет обращение к классам, которые, ну, в терминах Java это были бы, как они называются, ну, в терминах Java это статические классы, а в терминах Kotlin я вообще забыл как. То есть это класс, который может вызывать свои функции без создания, без создания, без создания объекта от этого класса. Вот. Поэтому мы вызываем fillMaxSize, и вот материал DEM это тоже класс, в котором находятся, ну, судя по названию уже понятно, находятся элементы, из которых не элементы, как бы свойства, из которых составляются элементы на экране. То есть в данном случае мы цветовую схему присваиваем, ну, заходим в материал ZM, заходим в объект Color Scheme и присваиваем background, то есть стандартный цвет фона. И дальше вызываем функцию greeting. Greeting в смысле создания. И здесь вызывается вот такая тоже класс типа текст. И дальше мы точно таким же образом, как мы присваивали surface, указываем в скобках параметры, которые мы хотим определить. То есть у нас типа объект текст, это не текст view. То есть мне очень не нравится, что здесь синтаксис все-таки изменился по сравнению с Java и Kotlin стандартным. Мы уже написали текст view, могли бы оставить такие же названия, как были в XML. Но нифига. Вот это вот текст. Дальше свойство текст мы вот так вот присваиваем. Hello и вот это имя, которое типа string. Спасибо, хоть типы данных оставили старые. Hello там и так далее. В данном случае Android. И модификатор, зачем-то присваивается модификатор. Я пробовал без него, выходит то же самое. Опять-таки все через запятую и в скобочках. Вот. То есть это все может быть сумбурно, но вот если мы вернемся опять, значит функции onCreate, мы вместо того, чтобы внедрять XML и там через find view by ID находить нужные элементы, чтобы с ними работать, здесь мы просто-напросто через set content определяем, что сейчас мы будем формировать контент, определяем схему, схему, тему. Дальше с помощью surface мы определяем контейнер. В скобочках мы определяем, как он будет выглядеть, его фон, там может картинка какая-то, а потом за скобочки идет так же, как в функции в обыкновенной, идут фигурные скобки. В фигурных скобках определяется вложенный контент вот в эту поверхность. Если вы там, ну то есть здесь вложенность будет иерархическая. Если вы с помощью вызова функций, создания классов будете создавать новые элементы, они уже все будут влаживаться вот в этот surface. Если вы там создадите какую-то таблицу или row, например, строку таблицы, все, что вы пишете, будет вкладываться в эту строку. То есть вложенность контейнеров здесь иерархическая. Ага, понятно. Потом здесь вот есть такая функция greeting preview. Вы можете создавать ряд функций, которые будут показывать как бы предпросмотр. То есть это достаточно гибкая система. Все функции, которые определены через вот этот мнемопроцессор или как она, препроцессорную команду preview, они будут по очереди вызываться и выводиться в
на закладку дизайн, но можно на ходу видеть то, как изменяется ваш экран, который вы формируете. С одной стороны, вот неудобно, что вы его формируете программно, да? Это как бы возврат в прошлый век. Но с другой стороны, если привыкнуть, тут возможности намного выше. Ну и точно так же, как через XML, вы формируете экран и сразу видите, как он выглядит. Если у вас определена вот такая Greeting Preview. Причем Greeting, то есть функция может называться как угодно, на самом деле. Можем JP ее назвать. Почему-то с большой буквы тут принято, поэтому я не буду отходить от традиций. JP. И она нигде не вызывается, заметьте. Вот, ну нигде. Нигде. Нету вызова этой функции. Просто сам препроцессор, вот он сейчас постоянно в процессе компиляции. То есть Gradle, вы это знаете. И в данном случае, если мы в библиотеке Compose программируем, то он постоянно формирует внешний вид экрана, чтобы мы не мучились, как это будет выглядеть. Причем там есть более тонкие настройки, можно так же само, как и в XML варианте, смотреть результат как на смартфоне сразу или на таблетке, так и здесь в окне дизайн или сплит. Сейчас я нажму на сплит. Вот здесь идет инициализация. Сейчас, когда закончится сканирование, пойдет компиляция внешнего вида. И мы увидим, как выглядит наш экран, который мы вот здесь вот формируем. После небольшого раздумья у нас все-таки вывела результат вот этой вот вызова из функции определенной как preview, функции greeting, которая создает у нас текст приветствия. Сверху подписывается наименование функции. Собственно, если вы кликните, если у вас большой будет код, и вы кликните по какому-то элементу, вам подсветит, вот где он создается. Видите, кликнул по Hello Android, и вот текст подсветился. Кликнул по GP, и вот функция вот эта вот GP подсветилась. Вернее, там, где она начинается объявляться с помощью таких мнемокоманд. Потом еще одна особенность функций, которые создают у нас экран, они должны быть composable. Это тоже важное условие. Я чуть-чуть не знаю, почему вот здесь вот не composable ungraded. Наверное, потому что если внутри set контента, то можно, чтобы функция была не composable. То есть composable функции могут вызываться только composable функциями или функциями, которые внутри set content. Я так подозреваю. Это чисто мой, как мне кажется, логический вывод. Далее интересно провести такой эксперимент. А вызовется ли вторая функция, если мы создадим, например, еще одну функцию вот с таким же объявлением, как preview composable. Короче, я эту скопирую и назову ее GP2. GP2. И здесь пусть оно тоже greeting сделает, так как у нас сейчас не определено никаких там строк, столбцов, компоновщиков, этих расположения, как это сказать, контейнеров. Вот Surface это просто контейнер, который размещает все в себя. Он не умеет распределять все там вертикально или горизонтально. Поэтому если мы создадим сейчас еще один компонент, он скорее всего вызовется, он прям смешается вот с этим на этом же месте. Это мне так кажется. Потому что, вот этот Surface, он не есть ни этот самый
Ну, не построчное расположение, не относительное какое-то, не поколоночное, не таблица, вот просто Surface и все. Поэтому, скорее всего, он также будет вести себя, как в этом самом в XML файле, если вы не поставили привязок в constraint layout. О, вот это вот layout, который все просто в себя кидает. Вот если в него вкинуть конкретно строку, потом еще одну строку, то оно будет располагаться по вертикали, да. Вот. Ну, мы еще до этого дойдем. Он мне красным подчеркнул вторую функцию превью. А почему? Что ему не нравится? Наверное, функция превью может быть только одна, да? Вот что ему не нравится. Вот что ему не нравится. Так лучше, но на превью он ругается. А чего он ругается? Чего ты ругаешься? Inspection preview must be a top level declaration or in a top level class with a default constructor. Options. Ну давай попробуем. Давай попробуем Alt-Enter просто нажать. И он, наверное, исправит нам что-то. Не, он куда-то лезет. Давайте вот так попробуем. Типа закомментировать, да? Неужели превью может быть только одной функцией? Как вы видите, пока вы печатаете, вот здесь вот рендерится, создается превью. Причем разница с тем, как вы запускаете эмулятор, в том, что это намного быстрее формируется и намного легче в работе, скажем так. Но здесь может показывать только сформированный экран. Я не уверен, что здесь может быть там реакции всякие. То есть, как бы вы увидите, как работает приложение. Ну, может быть, и сможете увидеть. То есть это как бы полноценный эмулятор, но намного легче, чем эмулятор, который конкретное там Android устройство генерирует. Так, у нас тут все скомпоновалось. Вторая функция, которая под превью находится, не сработала. То есть превью у нас может быть объявлена только одна функция. Делаем такой вывод. Я могу, конечно, быть не прав. Если что, поправляйте. Я думаю, что на сегодня хватит. Ну, мы рассмотрели пример, мы поняли, как он работает. Можно запустить его на смартфоне, я уверен, сработает. И вот эта вот надпись будет не посерединке, а в верхнем левом углу экрана, потому что мы ее никак не компонуем. Ну а дальше будем посмотреть. Всім до побачення!